Ну что, жабы, не ожидали? С вами Рома Михайлов, YouTube канал 7Бокс. И сегодня мы поговорим с вами о самом главном ударе в боксе. Каждый, кто хоть немного разбирается в боксе, понимает, что самый главный удар в боксе – это джеб. Это прямой удар с передней руки. Это начало, это конец, это бесконечность, это ключ, который открывает, закрывает. Это твоя защита, это твоя атака. Это все для боксера. Кто умеет работать джеб, тот уже боксер. А что такое джеб? С чего начинается джеб? Естественно, джеб начинается с ног. Вы встаете в свою классическую боевую стойку, то есть о которой мы с вами говорили в прошлых выпусках. Ставим ноги на ширину плеч, сильнейшей ногой уезжаем за пятку, разворачиваемся на 45 градусов. 45, запомните эту цифру, она очень важна при работе передней рукой. Встаю в стойке и просто делаю, самое первое, чему должен научиться, движение вперед с двух ног. Вот оно. Движение вперед с двух ног. Вот оно сбоку как выглядит. Просто обычное движение с двух ног. Обратите внимание, мои плечи расслаблены, как мы говорили об этом ранее. То есть вы знаете, что есть школа бокса, где делают шаг, где делают подшаг, где делают вот так, как только не делают. Вот так шаги делают. Мы делаем движение с двух ног. Просто движение с двух ног. То есть, когда мы с вами работали, что мы видим с вами? Тот челнок, который мы с вами работали, это по сути уже и есть джеб. Наше движение уже удар. Вот в чем плюс этой школы бокса. Какой следующий у нас элемент этого удара? Да, стоит отметить, парни, сразу, что сейчас мы поговорим с вами о нескольких направлениях нанесения джеба. То есть, джебе вперед, джебе назад и джебе, собственно, на месте. О трех простейших направлениях. Я брошу с места, я брошу вперед, я брошу назад. Я брошу вперед, назад. Ноги будут двигаться по-разному, в разных направлениях, но вся остальная работа будет одинаковая. Итак, вы поняли, как работают ноги. Что здесь идет дальше у нас? У нас идет взрыв массы, который я беру от ног, и закидывание переднего плеча на подбородок. То есть это происходит так, обратите внимание, вот я делаю движение, мое плечо висит в позиции 45 градусов, вот оно поднято здесь, и я закидываю его на подбородок. Обратите внимание, кулаки у меня постоянно сжаты, потому что именно благодаря этому я придаю им заряженное состояние. Обратите внимание, забрасываю на бороду руку. Вот он джеб, в любую сторону. Это уже джеб. Вся работа на ногах. Вот, все, чему тут учиться. Если вы научились двигаться на ногах, вы в любой момент можете ударить джеб. И это будет real джеб. С места делаю заброс. И бросаю руку переднюю вперед. Плечи расслаблены, кулак вылетает спокойно. Просто рука работает, как и во всех прямых ударах, о которых мы с вами говорим и будем говорить. Она вылетает как плеть. Как плеть, на которой у нас тяжелый наконечник. Ядро, гиря, вылетает. Баллистический удар, так называемый. После этого пробуем сделать уже с движением вперед. Короткое, обратите внимание, я не делаю движение вот так. Я в прыжке не развожу вот так вот ноги. Потому что это уже не будет джеб в голову классический. Потому что, когда я делаю шаг или движение вот такое, я становлюсь ниже, у меня удар летит ниже, а сам я на самом деле остаюсь на месте практически. Суть – это вход и выход. Я бросаю джеб и выхожу обратно. Если я это делаю вперед, если я это делаю назад, если я делаю это на месте. То есть надо постоянно понимать эти нюансы. Сейчас мы говорим с вами о хорошем заряженном ударе, о хорошем заряженном жестком джебе, который может потрясти противника. Если мы говорим, джеб бывает разный, как я вам говорил, джеб для защиты, джеб для начала атаки. Но сейчас мы говорим о акцентированном джебе. То есть, что я имею в виду, ребята? Что вы можете работать на носках и просто легко где-то бросать джеб, вот я легко бросаю руку сюда, не акцентируя внимание на том, что мне надо жестко упасть, жестко бросить массу и что, немаловажное, это жестко выдохнуть. То есть любой мой удар, акцентированный удар, он сопровождается жестким выдохом. Мне необходимо 3 в одном. Касание пяток, кулак в цель и выдох. То есть
Жесткий выдох, выдох плевком, резкий выдох на акцентированный удар. То есть я могу двигаться легко, здесь что-то бросать, просто накидывать, но когда я хочу сакцентировать, у меня будет жесткий выдох. Посмотрите, как работают ноги. Внимание. Жесткое падение пяток на каждый удар. Жесткое падение пяток создает падающий удар, который помогает запустить мою баллисту и в конце придает максимальную жесткость удара. Теперь давайте перейдем уже на наш любимый мячик на растяжках и поговорим, как же работают плечи и кулак. Погнали! Итак, парни, вы примерно поняли, как работают ноги, куда залетают плечи. Теперь давайте посмотрим, как же строится сам этот удар. Для этого встаем в боевую стойку. Как мы уже знаем, правую руку пальцем к носу, левую руку вешаем над плечо. Если у вас рука находится внизу, то по сути вы можете бросать легкий джеб с любого состояния. И отсюда. Какой-то легкий удар. Но если вы хотите, чтобы удар ваш был реально жестким, нужно повесить кулак над плечом. Вешаем кулак над плечом. Большой палец смотрит внутрь. Не должен большой палец смотреть туда, на плечо или куда. Большой палец смотрит вам на нос. Руки развернуты на него. Обратите внимание в моей стойке, парни. Это очень важно. Я не стою так, потому что у меня будет вот это. Я стою здесь, чтобы мой кулак летел вперед и выводилось плечо. Чтобы кулак летел вперед и выводилось плечо. Это очень важно, парни, потому что очень легко на джебе в голову и на джебе в корпус получить травму локтя. Многие из вас мне уже писали этот вопрос, откуда берется травма локтя. Травма локтя от прямых ударов берется в первую очередь от переразгибания. Когда вы бросаете вот так вот кулак. Когда у вас удар происходит вот так, любое движение вот такое, вот просто возьмите руку и начните ее вот так вот разгибать в ту сторону, и вы почувствуете боль. Это реальная травма, которая получается по глупости. Не делайте удар на разгибание, на таком. Не надо вот так разгибать руку. Кулак должен лететь четко вперед. Вот видите, локоть внутри, четко вперед, с доворотом, с полным доворотом плеча. По позиции плеча, обратите внимание, я бросаю руку, у меня плечо закрывает бороду. В момент удара я полностью перекрыт для встречного удара. Полностью моей головы даже не видно. Вот, посмотрите. Полностью я закрыт, тяжело меня накрыт правым прямым в момент полного нанесения этого удара. Локоть сверху. По поводу горки пресловутой, которые есть уже специалисты, которые начинают там что-то говорить, что травмы от горки. Ребята, если у вас вот такая горка, это, конечно, можно получить травму, катаясь на горке, на санках с этим. Руку подвернуть. В чем смысл горки? Это вывести ваши костяшки в ровное положение с запястьем. Я не делаю так, потому что я ударю пальцами. Мне нужно, чтобы мое острие, наконечник моего копья находился в самом центре моего оружия. Вот видите, вот здесь небольшая горка. Вот здесь. Вот она какая правильная горка. Ровная линия создается вот через плечо. Ровная линия идет. Вот. Локоть. Не нужно вот так перераспрямлять, будет травма. Нужно бросать, баллистический удар свой. Как плеть, рука расслабленная летит, камень, вот с этого положения на него. И в конце происходит доворот плеча наверх. И самое, что главное в этот момент, вы должны доворачивать руку, не, извините меня за выражение, дрочильным движением, вот таким вот. Не вот таким вот движением в запястье и в предплечье, а в движении именно плечом. Вот обратите внимание, вот попробуйте так сделать. Возьмите вот просто руку свою вот так вот, в таком положении. Вот здесь локоть, ладонь, сожмите кулак и поразворачивайте плечо. Ошибка, когда это происходит вот так вот. Вот это ошибка. Когда вы здесь переразворачиваете, вы должны разворачивать так, что кулак у вас в правильном положении находится, и здесь хорошая горочка. То есть, о чем я говорю, парни? Не будет криминала большого, если ваш локоть будет вот так вот. Вы будете бросать, локоть будет где-то здесь. Но просто не будет в этом акцента и жесткого удара. Если вы работаете джеб там какой-то, чтобы сдержать джеб для начала атаки, просто бросаете какой-то легкий джеб работаете, в этом не страшно. Но если вы хотите жесткий акцентированный удар, вам нужно вывести локоть наверх. Это делают даже, извините меня за выражение, афроамериканцы, которые от советской школы еще более
далеки, чем мы. Хотя, как показывает практика, к сожалению, наиболее забывшие советскую школу в мире люди на данный момент живут в России. Итак, парни, вы поняли, правильное положение руки вот такое в джебе. То есть полная костяшечки, по центру, горка, вот джеб. Полностью лопатка вытягивается вперед. Это очень важно, что вы оставляете свой удар не здесь конец, а вам необходимо вытянуть лопатку вперед. То есть я достаю не за счет того, что я пытаюсь как-то руку переразогнуть, а я вытягиваю лопатку вперед, лопатку вперед, лопатку вперед. Плечо на бороде. А что касаемо веса тела, вот мы не сказали, когда я говорил о ногах, вес тела находится сразу на двух ногах. Очень большая ошибка в джебе, когда идет вот такой наклон на переднюю ногу. Ты сразу здесь залипаешь, это не джеб, не надо наклоняться на переднюю ногу. Ты должен работать по центру. Вес тела по центру постоянно находится. Я нахожусь по центру, я двигаюсь. И по сути любое мое касание земли, это может быть джеб, это может быть джеб. В этом прикол этой работы. Это очень плодотворное действие. Парни, я вам просто отвечаю. У вас есть мячик дома, и вы можете на нем попрактиковаться. Какие упражнения следует сделать в первую очередь? В первую очередь, поставьте руку в правильное положение. Вот вы научились вот это вот. Делаем правильное положение ног и правильное положение руки. Правую руку опускаем вниз. И оставляя до мячика расстояние примерно 15-20 сантиметров. Это расстояние дальней дистанции. И с этого расстояния просто повходите на ногах с прямой спиной. С прямой спиной повходите на ногах, чтобы понять, что входят ноги. Что вы не тянетесь вот так вот, а что вы входите в это положение именно ногами. Потому что именно это является базой челнока и движения на двух ногах. После чего, я немножко забежал вперед уже, честно говоря, на более продвинутый уровень. После чего попробуйте побросать на средней дистанции. Хотя вы это могли бы сделать и изначально. То есть встать на дистанции, где не нужно доставать до мяча, делать движение вперед, с вытянутой полностью рукой и вытянутой полностью лопаткой я встал, забрал руку сюда, повесил. И отсюда, с места начиная, правую можете просто повесить. Просто побросал переднюю руку. Половил движение одновременное касание пяток, выдох и касание мяча кулаком. И с проверкой полностью моего построения наконечника, моего копья, моего удара. Что здесь важно? Вы не должны проваливаться. Бьете так, что просто попадаете по мячику. Вы не должны быть здесь. Спина находится абсолютно прямо. После чего уже переходите на вот эту дистанцию, как я вам сказал. Проделав вот это движение, вешаете руку обратно. Рука здесь висит, парни. И что? Немаловажно, она в нашей школе, если вы ростом не сильно ниже среднего, там уже немного, возможно, будет уже другой бокс. Не забирайте руку вот сюда близко. Отсюда, из положения, когда ваши мышцы руки будут напряжены, бросок уже будет не такой хороший. Вы просто попробуйте что-нибудь бросить вот так вот и бросить вот так. Это разные бросковые движения, это разный удар в итоге. Примерно с треть пути. Треть пути у меня держится кулак. Треть пути до конца. Он здесь висит. Я отсюда делаю вот это движение вперед с двух ног и выбрасываю руку. Да, и выбрасываю руку вперед. Когда вы поймете, как двигаться здесь, когда вы поймете, как бросать здесь, вам следует перейти к следующей немаловажной части хорошего акцентированного джеба, а именно взрыве массы. Потому что правильный джеб, я сейчас вам не рассказывал об этом, чтобы вам не захламлять мозг, чтобы вы сосредоточились на ногах и на касании, но ведь еще и взрыв массы, потому что пред движением к броску руки у нас идет вот это вот взрыв плеча. То есть я ногами подбрасываю массу, и вот именно начиная вот с этого взрыва ног, именно начиная вот с этого взрыва плеча, то есть сначала идет вот это движение, а потом удар. Сначала вот это движение, а потом удар. Не вот так вот я просто толкаю. Видите, плечи закрепощены. А вот с этого движения я толкаю. Плечи поднимаются, падают. Обратите внимание, вот с этой стороны. Вот это движение, вот.
Отсюда, не здесь, а здесь. Расслабил плечи. И отсюда набрасываю. И отсюда набрасываю. Это самый сложный момент в этом ударе и вообще в прямых ударах. Это нужно прочувствовать. Нужно выполнять специальные упражнения для раскидки, для прямых ударов. Если вам будет интересно, мы сделаем отдельный выпуск по раскидкам для прямых ударов. Как улучшить прямой удар, разогнать. Это уже, так скажем, самая главная секретка нашей школы бокса. Итак, вы поняли, как работают ноги, куда идет плечо, локоть, рука, что вы можете делать это на месте, научились работать. Вы научились работать это в движении, вперед. Также, естественно, можно на том же самом мячике это отрабатывать и назад. То же самое движение. Я стою на расстоянии вот чуть дальше локтя, здесь держу руку. Делаю движение на ногах назад и выбрасываю руку, вот вы видите. И выбрасываю руку в мячик. Что самое главное в этом? Что мячик я должен коснуться в момент касания пяток здесь. Когда я выхожу, вот где касание мячика рукой. Не вот здесь я коснулся и вышел, а я выталкиваюсь одновременно с броском. Выталкиваюсь и касаюсь здесь мячика одновременно с броском. То есть это различные нюансы, но которые очень важны. В этом суть. Это просто, парни, я вам говорю о самых основах джеба. Самого главного удара в боксе, про который можно говорить вечность. Давайте сейчас еще два слова скажу. На мешке покажу, что касается жесткости джеба и приземления, так скажем, его. И уже будем подводить какие-то итоги. Поехали. Итак, парни, два слова на мешке и о жесткости удара. Вы не забывайте, что у нас есть акцентированные и неакцентированные удары. И вот как раз, когда мы говорим о джебе, очень много неакцентированного джеба надо работать. То есть, когда мы работаем просто джеб, вот, например, на мешке, мы не должны толкать мешок. Вообще мешок не должен толкаться и качаться, потому что это не толкаться и качаться, это не наше движение, неровное. Мы должны работать на максимальной амплитуде. То есть, смотрите, я нахожусь здесь, и я бросаю джеб просто на скорость касания. Мешок должен практически не двигаться при этом. То есть, просто работаю скоростной джеб и бросок. Кулак сразу же отлетает от мешка. Бам-бам. Постоянно летает на моем хлысте, как наконечник. Бам. И вылетает обратно. Если же я хочу уже делать акцентированные удары, мне нужно доводить вот этот вот момент вставления. То есть, не забирать сразу руку. Вот здесь вот. А что делать? А жестко. Жестко вставлять сюда. Обратите внимание, что я делаю. Отсюда я выбрасываю и жестко фиксирую вот это свое положение руки. Это очень важно. При этом мешок должен не качаться вот так, а вот так вот, так скажем, телепаться из стороны в сторону. То есть вот обратите внимание, сейчас я поработаю джебы легкие, а где-то акцентированные. Двигаюсь, расслабил плечи, здесь, покидал с опущенных рук, почувствовал, поднял ручки, сюда правая рука перед собой, левая болтается вот с любого положения. Вот работаю легкий джеб. И в какие-то моменты начинаю легкий, жесткий. Не забываем дышать. Вышел сюда. Я всегда здесь. Я не тут. Не надо бить так, что вы будете оказываться на согнутой руке. Надо бросать всегда на полную амплитуду.
First round knockout. Итак, парни, бой с тенью здорового человека. Я начинаю с движения и добавляю джеб. С опущенной руки двигаюсь, спокойно бросаю, плечи расслаблены, поднимаю руки и начинаю работать джеб. До конца улетаю, джеб вперед-вперед, акцент, назад, пам, оттянулся. Работы масса. Джеб великолепен в своем многообразии. First round knockout. Итак, парни, это были два слова о самом главном ударе в боксе. Говорить о нем можно много, и мы еще о нем поговорим не раз, потому что очень много в боксе зависит от хорошего джеба. С вами был Рома Михайлов, YouTube канал 7box. Подписывайтесь, комментируйте, пишите, о чем вы хотите еще сделать выпуски. Пишите, что вам непонятно. Просто пишите, что хотите, потому что вы хозяева своей жизни, своих мыслей, своих слов, своих пальцев. Спасибо, что вы есть. Всем бокс!